Хотел скрафтить что-то быстренькое, что-то простое и среднего размера. По данному запросу было найдено одно совпадение. И это клинки торта. 2 штучки. Окей, почему бы и нет. Крафтить их буду по ровно тем же принципам, что и все мои предыдущие крафты. Потому я хотел изначально сделать озвучку только самых важных моментов. Но если бы я так сделал, то ровно первая половина видео была бы без озвучки. А потом в середине я вдруг резко включаюсь и начинаю что-то там пояснять. Выглядело бы это странно, потому ладно. Озвучу все целиком. И каждый такой крафт начинается с того, что я говорю про шаблон, который можно найти по ссылке в описании. Состоит он из 2 частей, которые я склеил клеем-карандашом и перевел ручкой на 6-мм МДФ. Да, во всем крафте я буду использовать по большей части только его. Экстремальное вырезание электролобзиком в домашних условиях. Много шума, много пыли, много головной боли. Всем рекомендую это испытать и прочувствовать на себе. Намечаю границы заточки. Грубое точение рашпилем. Пропитка хрупких граней суперклеем. Напильником дошлифовываем поверхность. Шпаклюем и шкурим все, чтобы было гладенько. С лезвием пока все. Можно поработать с другими деталями. Для начала я склеиваю боковые элементы рукояти друг с другом на столярный ПВА клей. Склеивать все воедино я не тороплюсь, потому что детали банально друг к другу не встают и не подходят. Надо их подгонять.
Подточив и примерив все детали, я склеиваю пока что только эти. Только чтобы мне было удобно придать им формы. Теперь можно приклеить оставшиеся детали. И самая сложная часть всего проекта – это обработка рукояти. Для начала я решил выровнять все перепады в слоях. Чтобы понять, как лучше их вытачивать, за кадром был сделан уже первый клинок. В общем, от руки я нарисовал боковые проекции и начал придавать пока что простые угловатые формы. А потом я вновь и вновь чертил новые направляющие, ориентируясь на которые продолжал формировать вот эту всю геометрию. Эти выпирающие штуковинки я отрезал ручным лобзиком и закруглил нормально рукоять. Из материала, похожего на фам, я сделал те самые выпирающие штучки на рукояти. По-хорошему все стыки нужно делать на внутренней части рукояти, где их не было бы видно. Но приклеить эти детали таким образом было сложно. Сами стыки я решил попробовать пропитать суперклеем и прошпаклевать. Грунтую поделочки. Шлифую поделочки. И крашу поделочки. Попробовал я сушить клинки в подвешенном положении, и чтобы вы думали, на них образовались потеки. Вот так вот, краска сверху вниз начала течь. Сначала я подумал, блин, все пропало, но потом я такой посмотрел и клинки же вроде из воды сделаны, а значит подобные спецэффекты им только к лицу. Ох, была бы это какая другая поделочка, то хана мне. Далее я взял синюю краску и сделал этакий градиент на кончиках лезвия. Оставалось рисунки и узоры всякие нанести. Добавить текстуры и объема, особенно на рукояти. И залакировать глянцевым лаком.
Вот такой результат получился. Выглядят сочно. После нанесения лака на клинках появилась еще одна, не баг, а фича. А именно вот такие пузыри. По всей видимости, акриловый лак просто съежился на алкидной краске. Я слышал о том, что нельзя наносить разные типы грунтовок, лаков и красок на друг друга. Но меня это никогда не останавливало, ибо на выбор у меня только такие лаки и только такие краски. Да, в магазинах на моем болоте выбор невелик. Тем не менее, эти пузыри на данных клинках выглядят максимально в тему, потому расстроенным я опять же не был. Мне очень нравится то, как у меня получилось сделать рукояти. Все эти изгибы, вся эта геометрия и то, как глянцевый лак ее подчеркивает. Прям красота. На данный момент это самая сложная форма, которую я когда-либо гравировал. Это все, что я хотел сказать, потому всем спасибо за просмотр, комментарии, лайк, подписку. Заходите в мой телеграм-канал. А с вами был Eternal. Прощай.